противоставляй себя миру, научись с миром сотрудничать. Это не конкретные люди, либо не какие-то конкретные объекты. Это само отношение. Научись играть с миром, делать это искренне и легко. У тебя есть определенные страхи. Первое – это страх того, что не примут то, что ты хочешь выразить. Научись это подавать так, чтобы это заинтересовывало людей. Твоя жизнь – это тонкая игра с теми энергиями, которые дает тебе мир. Твоя задача – научиться играть тонко. На самом деле он говорит, что игра – это не способ потешить свое самолюбие, это способ использовать внутренний потенциал, который есть у тебя, чтобы что-то создать в окружающем мире. И делать это с радостью, а не через напряжение или какое-то внутреннее чрезмерное усилие. Хотя на начальных этапах, когда человек что-то пробует, какое-то усилие внутреннее всегда присутствует. Тебе нужно больше легкости и внутреннее чувство радости, вплоть до той степени, когда она тебя будет переполнять. Когда ты добьешься этого ощущения мира, ты поймешь, как нужно жить, и чтобы все получалось. Когда есть внутреннее чувство радости и легкости, ты поймешь, как можно жить, будучи счастливым, имея даже минимум. Это чувство, это внутреннее состояние всегда на что-то опирается. И основа для внутренней легкости и внутренней радости – это умение видеть красоту мира, умение видеть совершенство, умение понимать, умение реализовывать духовный путь в своих ежедневных поступках, начиная от быта, заканчивая какими-то более утонченными вещами. В мире очень много ресурсов, которые позволят тебе получить то, что ты сейчас не умеешь. Но от того, как ты к этому относишься и что ты несешь внутри, зависит от того, может ли мир тебе это дать или не может. К этому нужно стремиться. Если ты будешь делать хотя бы небольшие шаги, это к тебе придет. Человек, который стремится к внутреннему состоянию радости, внутреннему состоянию счастья, не как к эффекту щенячьего восторга, а как к внутреннему состоянию восприятия мира. Рано или поздно к этому приходит. К этому нужно стремиться искренне и с открытой душой. На самом деле для тебя очень много чего есть в мире, но определенный путь нужно пройти. И когда ты переходишь определенную точку, ты понимаешь, в чем есть вот этот сокровенный смысл. Для тебя важна эта легкость и чувство внутренней радости. Через это тебе нужно жить и общаться с миром. Бывают вещи такие тогда, когда ты сталкиваешься с испытаниями. И внешняя твоя форма выражения может быть какая угодно, но внутри должно оставаться это состояние. Когда у человека есть жажда жизни, у него много вопросов. Когда человек сомневается в жизни и сомневается в своих возможностях получить счастье, он немножко закрывается и ждет, что мир сам начнет ему что-то предлагать. Для того, чтобы получить что-то, нужно идти в окружающий мир пробовать. И как бы это ни выглядело странно, может быть, и где-то казалось опасным, либо бессмысленным, нужно просто брать и идти. Легкость приходит тогда, когда ты избавляешься от груза, который тебя тяготит, и с вдохновением смотришь на свое будущее. Тогда, когда ты движешься, когда ты не привязываешься к условностям, и тогда, когда ты готова не только отстаивать свою позицию, но и формировать свое мировоззрение. Каждый человек – это сосуд, который нужно наполнить внутренними драгоценностями. Вот твоя жизнь – это накопление этих драгоценностей. Драгоценности – это не то, что можно продать или на что-то обменять. Это то, что является сутью твоей природы. Вот твоя жизнь – накопление драгоценностей. Нужно стремиться к этому накоплению. Ничего не происходит само. Вдохновение появляется тогда, когда ты начинаешь в жизни что-то искать. Чем активнее ищешь, тем больше может попасть, как говорится, в твои сети. Вокруг тебя есть окружающие люди, которые во многом будут тебе в этом помогать, особенно если ты действительно показываешь, что тебе это интересно, что это смысл твоей жизни. В жизни каждого человека должно быть что-то, что проявляет его духовную природу. Об этом нужно все время задумываться.